Всем привет! Меня зовут Ксюша, и тут мы будем вязать с вами вместе вот такую шапочку кроше. Я создала этот мастер-класс, записала его для вас, чтобы вы могли повторить и свой образ дополнить таким аксессуаром ярким, модным, стильным. Хочу сразу сказать по поводу вязания и материалов. Я буду использовать в этом видео вот такую яркую пряжу от бренда Катона. Это 100% хлопок. И вообще для таких шапочек на лето именно отлично подойдет пряжа хлопок или, например, бамбук по расходу пряжи. В этом моточке здесь 50 грамм, 125 метров. Но для такой шапочки вам понадобится, мне кажется, может быть половина или даже чуть меньше. Если честно, я замеров не делала. У меня просто оставался вот такой клубочек из такого же мотка. И я просто решила этот остаток связать вот такую шапочку. Этот мастер-класс рассчитан на любую пряжу, на любой крючок. Здесь главное подобрать крючок, который подходит под вашу пряжу. В моем случае я буду использовать крючок 3 мм. Но сразу хочу обозначить одну важную вещь. Нам нужно будет для этого мастер-класса сделать замер. Замер обхвата головы. Для того, чтобы как раз-таки обозначить, до какого момента нам нужно будет вязать определенный узор с прибавками. Об этом я буду говорить уже в самом мастер-классе. Чтобы замерить обхват головы, нам понадобится измерительная лента или любая другая лента, веревка, с помощью которой вы можете измерить просто вот этот обхват головы. Как раз это то место, самое широкое на вашей голове, где обычно у вас соприкасается шапка, например. Измеряем. И получившееся число нам нужно с вами поделить на 3. У меня обхват головы 54, делим это на 3, получаем 18. При этом нужно здесь учитывать также такой момент, что вам нравится больше. Вам нравится, когда обтягивает или когда шапка чуть-чуть будет свободна. Также берите в расчет ваши волосы. То есть если у вас от рождения прямые волосы, то у вас нет такого сильного объема, соответственно, вам можно оставить просто то число, которое у вас получилось после деления. Если вам нравится, чтобы шапочка была прям очень плотненькая к вашей голове, то вы можете убавить 1 сантиметр. В целом, это те важные вещи, которые я хотела обозначить перед мастер-классом. Если вам нравится тема вязания, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии после того, как посмотрите этот мастер-класс, после того, как попробуйте связать свою первую или, может быть, не первую шапочку кроше. Мне будет очень приятно, и я буду рада обратной связи. Что, давайте приступать. Итак, наше вязание мы начинаем с кольца амигуруми. Делается следующим образом. Если вы новичок, следите и повторяйте. Вот у нас кончик, он располагается в левой руке. Здесь большой кончик вставлять не нужно, чтобы он у вас просто сейчас здесь не вылетел с руки. Рабочая нить у меня в правой руке. Я делаю вот такой круг вокруг левой руки. И делаю накрест рабочую нить, но сверху нашего кончика. Отлично. Можно зажать большим пальцем вот это перекрестие, чтобы никуда ниточки не делись. Затем мы вводим крючок в кольцо образовавшееся и вытягиваем рабочую нить. Здесь я большим и указательным пальцем правой руки зажимаю перекрестие, где у нас перекрещивается кольцо, рабочая нить, кончик, да, вот в месте, где мы сейчас вытянули рабочую нить. И затем располагаю в левой руке уже как мне удобно рабочую нить. Ввожу в это колечко 2 или 3 пальчика. Мне так удобнее вязать. Зажимаю большим пальцем вот эти 2 нити. И вот у меня получается, я могу делать натяжение, какое мне удобно. Сделаю чуть побольше. Вот. Рабочая нить. И мы здесь сразу же, без каких-либо узлов, набираем 4 воздушные петли. Как делать воздушную петлю? Очень просто. Вот у нас с вами уже есть такая некоторая петелька. Мы просто рабочую нить заводим в эту петлю на крючке. Вот у нас первая воздушная петля есть. Нужна 2, 3 и 4.
Почему 4? Объясню. Нам нужно с вами будет провязать по этому кругу 12 столбиков с накидом по рисунку, между ними 1 воздушная петля, но как раз таки 3 воздушные петли сейчас здесь, они имитируют столбик с 1 накидом. И вот эта 4-я воздушная петля, это как раз воздушная петля как бы между столбиками с 1 накидом. Теперь мы в это кольцо провяжем еще 11 столбиков с 1 накидом. Делаем накид вот таким образом, то есть вы можете как крючок ввести под нить, так и сделать накид самой рабочей нитью, как вам удобно. Пробуйте. И вводим кольцо, в это кольцо наш крючок. Все вот эти на начальном этапе петли мы будем вводить в кольцо, точнее крючок будем вводить. Вытягиваем рабочую нить. У нас образовалось вот такие 3 петельки на крючке. И мы рабочую нить сначала в первые 2 высовываем, затем в следующие 2. И вот у нас столбик с 1 накидом есть. Теперь делаем 1 воздушную петлю, снова столбик с 1 накидом. Накид, вот сюда, в кольцо, крючок, захватываем рабочую нить и опять рабочую нить через первые 2 петельки на крючке, затем через вторые. Вот у нас провязали 2 столбик с 1 накидом. Снова воздушная петля, снова столбик с 1 накидом. Пока я вам показывала, у меня кольцо амигуруми, видите, немножечко стало больше. Это легко исправить, мы просто за этот кончик вот так его подтягиваем. Можно еще чуть поменьше. Оно легко регулируется здесь. Это просто, чтобы вам было удобно вводить крючок, чтобы удобно было держать это кольцо. Все для удобства. И нам осталось, вот мы провязали 3 столбика с вами с 1 накидом, плюс у нас вот эти первые воздушные петли идет тоже как за столбик, то есть уже 4. И нам осталось провязать еще 8. Не забывайте, что между столбиками с 1 накидом мы делаем 1 воздушную петлю. И все провязываем в кольцо. Обязательно, когда мы провязываем с вами в кольцо, крючок вводим, мы вводим так, что у нас и кольцо, и наш хвостик над крючком. Вот так это выглядит, и до конца ряда провязываем. Вот я провязала уже 11. Мне нужно еще 1. Воздушная петля, столбик с 1 накидом, 12 столбик. И чтобы нам закольцевать и не потерять рисунок, нам нужно сделать опять же воздушную петлю. Теперь, вот у меня сейчас вот так это выглядит. Я подтягиваю кончик, прям его затягиваю. Вот у меня он кончик. Я его прям затягиваю. Нам нужно теперь все это соединить. Чтобы соединить, мы с вами будем вводить крючок в третью воздушную петлю, провязанную, которая в начале. Вот она у нас 1, 2, 3. Вводим крючок вот в 2 полупетельки, вот так. Здесь делаем соединительную петлю. Эту рабочую нить мы вот так вытягиваем через 2 полупетельки. И мы продолжаем без каких-либо накидов сразу вот эту петлю через петлю на крючке. Соединительная петля есть. Вот такой круг образовался. Отлично. Теперь приступаем ко второму ряду. Второй ряд мы начинать должны будем с вами вот из-под этих арок. То есть мы вязали с вами воздушные петли между столбиками не просто так. Теперь мы будем все ввязать в эти, ну, скажем так, промежутки, участки
вот эти пустоты, как называйте, как хотите, как вам удобнее, как вам понятнее. Но мы сейчас с вами как бы над столбиком находимся, видите, да? То есть мы не в серединке, нам нужно вот сюда попасть. И поэтому я просто делаю в эту арку одну соединительную петлю. То есть вводим крючок в эту арку, захватываем рабочую нить и сразу ее проводим через петлю на крючке. Вот соединительная петля есть. Следующий второй ряд у нас состоит из 12 арок. Каждая арка у нас будет из 5 воздушных петель. И мы провязываем их в каждую вот эту вот арочку, пустоту между столбиками. Итак, мы набираем 5 воздушных петель, как мы это делали в самом начале. Воздушные петли, только теперь их 5, а не 4. 3, 4, 5. И соединительной петлей мы провязываем это в арку. Заводим крючок в арку, вытягиваем рабочую нить и сразу через нить на крючке. Первая арочка есть. То же самое 5 воздушных петель. Ищем следующую арку. Вот она у нас. Вводим в нее крючок, зацепляем рабочую нить и ее тут же проводим через петлю на крючке. Старайтесь сильно прям не затягивать, чтобы вам было удобно вводить крючок. Я иногда с этим перебарщиваю, и мне достаточно тяжело потом вводить крючок. Снова 5 воздушных петель. Следующая у нас арка в предыдущем ряду. Вот она. Вот, да, мы видим. И в нее опять же просовываем крючок. Делаем соединительную петлю. Снова 5. И так до конца ряда мы в каждую вот эту арочку предыдущего ряда делаем соединительную петлю, соединяем наши арочки из 5 воздушных петель. Вот я провязала 10 арок. У меня еще остались вот эта вот предпоследняя арка. Снова 5 воздушных петель. Парочку продеваем соединительной петлей. И делаем 12-ю. 2, 3, 4, 5. Теперь смотрите, по идее у нас нет пустых уже арок. Мы должны вернуться вот сюда. Вы можете просто провязать, вот смотрите, есть у нас, вот она у нас соединительная петля, с которой мы, скажем так, начали. То есть с которой мы перешли с предыдущего ряда, вот, чтобы начать второй. Вы можете в нее, можете помогать ноготочками продеть, либо продеть крючком поменьше, если у вас есть. И то же самое соединительной петлей. Помогайте себе придерживать как удобно, и стараюсь для видео, чтобы это было понятно. Если где-то что-то не видно, прошу прощения, напишите мне об этом обязательно в комментарии. Какой, например, момент был непонятен. Это мне поможет в будущем. Вот мы провязали. Обязательно пересчитайте количество арочек. У вас их должно быть 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отлично. Теперь следующий ряд. Это у нас 3-й ряд. Мы должны начать с середины вот этой арки. Как мы поступаем? Мы просто с вами до серединки дойдем с помощью соединительных петель. Но мы будем их не в арку вводить, потому что так не получится соединительными петлями. Мы будем вводить их за заднюю полупетлю. То есть вот у нас петелька вся. У нее есть 2 полупетли. Та, что ближе к нам, это передняя полупетля, и та, что дальше от нас, это задняя полупетля. Вот мы сейчас будем вводить за заднюю полупетлю соединительные петли. Вот находим первую,
То есть здесь важно сильно не затягивать петли привязания. То есть не делать вот так. Все равно оставляйте небольшой воздух, скажем так, когда провязываете. Вторую. И третью, так как у нас их 5, серединка это у нас в третьей, мы сделаем 3 соединительные петли. Вот мы подошли к серединке арки. Смотрите, вот здесь у нас образовалась такая дырочка. Мне, например, она не очень нравится, поэтому я эту соединительную петлю сделаю немножечко по-другому. Я введу крючок уже под арку, чтобы у меня не было никаких дырочек. Вот таким образом. И вот мы оказались в серединке арки. Теперь мы с вами увеличиваем количество петель в наших арках на 1. То есть мы до этого с вами набирали 5 воздушных петель, теперь набираем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И мы провязываем в серединку следующей арки. Здесь мы просто заводим с вами крючок под арку. Не нужно искать никакие полупетли. Просто сразу заводим крючок и вытягиваем рабочую нить через арку. Делаем соединительную петлю, как мы делали это в предыдущем ряду. Здесь то же самое. Здесь мы провязываем также в вершинку каждой арки 6 воздушных петель. То есть здесь, по сути, ничем у нас уже не отличается. Мы только с вами количество петель вот в этих арочках с каждым рядом будем увеличивать на 1 до определенного момента. Набрали и снова крючок в арку и соединительную петлю. Вот у нас получается, уже провязали 2 арочки третьего ряда. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова в арку и соединительную петлю. Так мы вяжем до конца ряда. Мы с вами встретимся снова вот, давайте как раз на последней арке. Вот я снова провязала 10 арок. Вот у меня идет 11-я. В последнюю доступную арку, скажем так, свободную провязываю. И набираю петли для последней арки, 12-й. Снова соединяем просто в последнюю соединительную петлю. Вот она у нас, с которой мы начинали вязание. Вот она у нас. Продеваем в нее крючок. То же самое соединительной петлей. Вот у нас уже увеличивается вот такой цветочек, становится он все больше и больше. Снова переходим на третий ряд, на 4-й точнее здесь уже. 4-й ряд, нам снова нужно оказаться в середине арки, вот этой. А мы сейчас между с вами. Поэтому мы опять делаем просто соединительные петли за заднюю полупетлю в этих арках, вот в этих воздушных петлях. Доходим до середины, так как у нас здесь 6, нет, скажем так, какой-то середины, но мы сделаем с вами 3. То есть мы снова здесь. Первые 2 соединительные петли мы провяжем за заднюю полустенку. Чтобы не было дырочек, мы с вами провяжем 3-ю, то есть как бы серединку, заводя крючок сквозь арку. 4-й ряд мы просто опять увеличиваем количество воздушных петель в арке на 1. То есть у нас было 6, теперь будет 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Старайтесь сделать натяг одинаковый, чтобы у вас вот эти воздушные петли тоже были одинаковые. И снова также просто в середину арки заводим и соединительной петлей провязываем. Снова 7, 4, 5, 6, 7. И снова в арку.
соединительной петлей. Чуть-чуть подтягиваем. Итак, вяжем снова до конца ряда. Вот я провязала 11 арок 4-го ряда, и вот у меня 12-е. Давайте последний раз покажу, как мы заканчиваем и переходим на следующий ряд. Мы набрали необходимое количество воздушных петель и всегда соединяем в последнюю соединительную петлю предыдущего ряда, да, с которой мы начинали вязание. Также обычной соединительной петлей. И нам нужно перейти на серединку арки, так как вот здесь, например, у нас 7, то 4-я петля у нас будет серединкой. Ввожу крючок за заднюю полустенку, делаю соединительную петлю. 2, 3. И последнюю соединительную петлю я провязываю не за заднюю полупетлю, а чтобы не образовывалась дырочек, в саму арку. И вот так, серединка. И здесь мы снова начинаем следующий ряд. Так как у нас здесь было 7, значит в следующий раз у нас будет 8. Итак, из ряда в ряд мы увеличиваем количество наших петель. У вас получается вот такой вот цветочек из раза в раз. До какого момента мы с вами провязываем и увеличиваем количество вот этих петель на 1. Ровно до того момента, когда у нас по ширине наш вот этот цветочек не станет как раз таки 17 или 18 сантиметров. Это то, что мы рассчитывали с вами в начале. Показываю вам промежуточный результат. Здесь я связала, а у меня получилось ряд, где вот эта арка состоит из 11 воздушных петель. Также не забывайте особенность вот этого, например, рисунка, что эти арки неплохо тянутся. Чтобы измерить, вам не нужно тянуть ее вот так. Вам не нужно тянуть ее вот так, потому что иначе это будет не совсем правильно. Но постарайтесь максимально ее расправить. Также можно ее примерять и нужно примерять еще по голове. У меня, например, здесь вот, ну, видите, да, я немножко ее подрастянула, как раз 17 осталось. Поэтому я ее оставлю вот так. Как только вы достигли вот этой величины, вы просто продолжаете вязать по кругу, уже не прибавляя никакие петли в этих арках. То есть я вот, например, достигла этой величины, где у меня 11 воздушных петель. Я буду просто продолжать вязать по кругу. Таким же образом с середины арки, также в каждой середине арки провязывать арки из 11 воздушных петель. И все. И всегда смотрите уже по голове, меряйте на ту высоту, которая вам необходима. С момента, как я определила ряд, да, финальный, который повторяла по кругу, я провязала 5 рядов с 11 воздушными петлями в одной арке. И у меня это сейчас будет снова примерка. Я могу сказать, что уже хватит, потому что, видите, она здесь еще немножко тянется. И уже можно сказать, что мне лезет на лоб. Мне, например, такое не нужно. Но и сильно натягивать, когда я буду надевать, я тоже не буду. Потому что мы должны как минимум полсантиметра до сантиметра где-то учитывать еще, что у нас будет обвяз вокруг головы. Поэтому примерно 4-5 рядов вам должно хватить. Обвязку по кругу я сделаю в 2 ряда. Первый ряд очень будет похож на то, как мы провязывали арки. Это будут, можно сказать, те же самые арки, но будет небольшое изменение в количестве петель. Как мы рассчитываем? Я взяла от финального количества петель в одной арке, которую мы провязывали по кругу, последние ряды, у меня это 11, я отняла 20%. Если посмотреть по калькулятору, минус 20%. От 11 это 8 и 8. Я округлю и получу 9 петель. Но 9 петель я буду провязывать следующим образом. Я сделаю так, чтобы на крючке у меня было 8 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8. И 9 столбиком без накида.
под арку, вытягиваем рабочую нить, 2 петли образовалось, и еще раз вытягиваем рабочую нить, протягиваем через вот эти 2 петли. Это столбик без накида. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9 идет под арку, но уже столбиком без накида. Столбик без накида вяжется легко и просто. И так я вяжу до конца ряда. Как только мы дошли до конца, у меня здесь 8 воздушных петель, и здесь я заканчиваю, как обычно, с соединительной петлей. То есть до этого у нас были столбики без накида, но здесь соединительная петля. Дальше, второй ряд обвязки я предлагаю вам обвязать столбиками с одним накидом вокруг просто вот вокруг этого ряда. Но здесь, пожалуйста, как только вы провязали первый ряд обвязки, пожалуйста, померяйте еще раз свою шапочку на себя. Обязательно убедитесь, что вам нигде не жмет, потому что если, например, вы могли сильно затянуть петли и делать, например, очень узкие, маленькие здесь петельки, то, возможно, вам будет жать. Такого быть не должно, вам должно быть комфортно. Если вам жмет, сильно не можете надеть, то перевяжите, добавьте 1 петельку, либо постарайтесь вязать чуть-чуть послабее, но при этом сохраняя, чтобы у вас вид петелек был весь одинаковый, потому что от этого зависит очень многое. Итак, второй ряд обвязки я предлагаю, как я уже сказала, сделать столбиками с одним накидом. Связываем вот здесь 3 воздушные петли, но то же самое с одним накидом столбики, но мы будем вязать их, крючок заводить за заднюю полупетлю. И здесь сейчас я буду столбик с накидом провязывать, как бы цепляя вот эту серединку и заднюю полупетлю. То есть мы игнорируем вот эту переднюю полупетлю, которая ближе к нам. И будем вот вводить крючок вот сюда. То есть у нас будет на крючке, скажем так, вот такая картина. То есть делаем накид и сюда вводим крючок. Здесь вы не ошибетесь, потому что у вас как раз здесь 8 петелек. И они будут друг за другом. Здесь они уже как бы прикованы к каждой петле. Эти столбики не будут никуда ездить. И 9. Также хочу показать вам еще один маленький лайфхак, который сделает вашу работу приятнее, красивее. Это когда, например, мы столбики над столбиками делаем. То есть вот у нас есть столбик без накида, нам нужно провязать в него столбик с накидом. Если я провяжу просто под целую петлю, видите, какая дырка образуется. Это не очень красиво, не красит работу явно. Я постараюсь вам объяснить и наглядно показать. Лучше всегда заводить под целую петлю плюс захватывать половинку предыдущей петли, которая в предыдущем ряду. В нашем случае мы здесь просто с вами можем, смотрите, как сделать. Если вы так же, как и я, вязала, вот у нас целая петля, но вот у нас еще есть вот эта маленькая, как бы, серединка, скажем так. У нас получится, что на крючке цельная петля плюс половинка предыдущей. И если мы будем вводить крючок сюда, смотрите, как изменится картина. Накид. Стараемся попасть вот через 2, плюс вот она здесь третья, как бы, серединка. Через нее продеваем и провязываем.
И уже дырочки, вот видите, такой нет. И выглядит все более аккуратно. Вот такой вам небольшой лайфхак. Это касается всегда, когда вы вяжете столбики над столбиками. Это также поможет вам избежать какого-то перекоса. И снова также продолжаем по кругу вязать. Где у нас арки, мы за заднюю полупетлю, цепляя серединку, девятую в моем случае, или в последний столбик у вас в ваших расчетах, он провязывается за всю петлю, как раз в месте, где у нас середина арки. Так, как только в последней арке вы провязали 8 столбиков с одним накидом, 9 мы уже не провязываем, потому что мы начали с него в целом вязать этот ряд. И теперь мы просто делаем соединительную петлю, заводя крючок в первую петлю вот этого столбика, первого из 8 в первой арке. Вот так. Перед тем, как обрезать нить, здесь мы уже закончили. Если вам хочется еще обвязку, вы можете сделать еще обвязку, например, столбиками без накида пройтись. Можете придумать что-нибудь свое. Но прежде чем обрывать нить, пожалуйста, померьте еще раз. Я не устану об этом повторять. В вязании таких вещей нужно очень часто прям примерять. Убеждаться, что все хорошо сидит, что вам ничего не жмет. Или наоборот, что ничего не переборщили, чтобы можно было скорректировать. Если убедились, что все окей, сильно большой кончик оставляем, обрезаем. Вот эту петлю просто вытягиваем. И здесь делаем следующим образом. Мы здесь делаем петельку. Заведем крючок вот сюда за петлю, зацепим вот так. И по сути я просто ее возвращаю. Можно ее вот сюда в столбик куда-нибудь крючок засунуть. Или можете уже здесь в принципе спрятать либо иголкой, либо вот крючком поменьше спрятать в столбиках рандомно. Главное, чтобы у вас просто здесь нитка нигде не торчала. Просто я могу ее даже немного по рисунку. Или увести вот сюда, где у нас были соединительные петли. То есть я вот, например, сюда вот так ввела крючок, забрала вот этот хвостик, чтобы он у меня спрятался в, например, столбике, да? Сзади захожу в арку предыдущую, тоже вытягиваю, повторяя как бы рисунок. Старайтесь только не затягивать, чтобы у вас вот так, например, не вышло, не стянулось ничего. Мы просто здесь прячем. И все, по сути. Мне здесь много не надо. Я просто обрезаю ниточку. Вот так. Все, отлично спряталось. То же самое мы делаем с хвостиком, который, да, у нас был с кольца амигуруми. Здесь можно еще раз немножечко подтянуть, чтобы кольцо лучше закрылось. И можно просто вот так по кругу пройтись крючком, либо иголкой. Можете по часовой, потом против часовой, чтобы у вас как бы она побольше запуталась, вот эта нить, и у нее было меньше шансов просто вылезти где-то. И вот наш финальный результат. Посмотрите, какая милашесть получилась. Я добавила сюда такие 4 ракушечки,
чтобы не перегружать. Если вам понравился мастер-класс, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, мне очень будет приятно и полезна ваша обратная связь о том, понравился ли вам мастер-класс, был ли он вам понятен, потому что я ориентировалась больше на новичков, старалась объяснить как базовые вещи, так и какие-то нюансики, которые за все время вязания я для себя подмечала. И обязательно подписывайтесь на канал, если вам интересна тема творчества, тема вязания. В дальнейшем я планирую записать еще несколько мастер-классов на подобные шапочки, но уже с другим рисунком, другим паттерном. Поэтому остаемся с вами на связи. Пока-пока!